Всем привет, Самитори-чан! 泉です。 Сейчас мы приехали в маленькую деревушку в горах Фукуоки под названием Акизуки, что переводится дословно как «осень и луна». Невероятно красивое название. И японцы называют это место «маленькое Киото». Потому что здесь находится очень много красивых традиционных зданий и даже древний замок. Поэтому сегодня мы покажем вам этот невероятный маленький городок-деревушку, а также японские традиционные отели. Всего за 1 час дороги на машине из города Фукуока до Акизуки пейзажи городских скоростных дорог меняются на рисовые поля, горы и бамбуковые леса. Японцы, и мы тоже, любят уезжать на выходные из города в деревню, чтобы насладиться спокойными и умиротворяющими пейзажами. Конец лета и начало осени – очень живописное время года в Японии, когда начинает зреть рис на полях, а в воздухе летают стрекозы. В Акизуки протекает много маленьких горных рек, поэтому местный рис и фрукты считаются очень вкусными благодаря чистой воде. Мы приехали в Акизуки, маленькую деревню в горах, и такое ощущение, что играет музыка на заднем фоне, спокойная, потому что речка, птички. И здесь находится кофейня, куда я хочу пойти, вот в таком стареньком домике. Конечно же, здесь тоже нужно вот так вот снимать обувь, поэтому желательно, как я, кроссовки. Первое место, куда мы пришли выпить утренний кофе, это вот такой традиционный японский домик, который переделали в кофейню с галереей посуды, картин и разных милых мелочей. Невероятное чувство вкуса у владельца этого места. Картины превосходные. Особенно мне понравилось, что здесь действительно можно расслабиться, посидеть, отдохнуть, почитать книгу и не спеша спланировать, что дальше можно посмотреть в этом городе. Мне лично кажется, что кафешки в таких маленьких городах самые лучшие. Здесь очень домашняя атмосфера, и они находятся близко к природе. Например, из этого домика открывается очень красивый вид на сад. Нам разрешили выйти посмотреть сад. Кимучи-не, хирой. Нам сказали, что этому зданию более 100 лет, и рядом с кафе находится место, где керамику изготавливают. Поскольку эта деревушка славится чистой речной водой, мы пришли попробовать на обед одно из знаменитых блюд этого места – тофу. Тофу – это что-то вроде сыра из соевых бобов, для приготовления которого нужно много воды, и чем вкуснее вода, тем вкуснее и тофу. Мы заказали обеденный сет и были немного в шоке с его размера. Все блюда были сделаны только из тофу и овощей, поэтому это место подойдет даже веганам. これは何ですか？これは干しドライライス。ドライライス。ああ、なるほど。 Даже десерт был из тофу. Сейчас мы будем заселяться в наш отель под названием Сейрюан, и это не просто отель, а рюкан, японский традиционный отель. И я обязательно советую всем, если будете в Японии, остановиться в рюкан, поскольку это будет незабываемый опыт для вас. Ну что ж, идемте внутрь. С самого начала видно, что это японское традиционное здание, невероятно красивые врата. И здесь, кстати, хочу заметить такая интересная японская особенность. Как видите, камни мокрые, это называется учимизу. Перед приходом гостей специально камни поливают водой. Считается, что это часть гостеприимства, поскольку камни блестят на свете за счет воды. Поэтому, если увидите, что вход мокрый, хотя не было дождя, знайте, что это вид японского гостеприимства учимизу. И дальше идемте внутрь. Здесь невероятно огромный японский традиционный сад. Японский сад с мхом на камнях, река, которая протекает возле отеля, а также маленький храмик в саду, словно из аниме Хаяо Миядзаки. Эти камни
с мхом – это, конечно, моя любовь. Здесь огромный сад. Мы решили остановиться в этом рёкан, традиционном японском отеле, потому что это лучшее место для спокойного отдыха, а также чтобы вкусно поесть. Но это я вам позже покажу. Вход в отель невероятный. Такой камень. И сейчас я покажу вам, как выглядит наша комната традиционная. В нее нужно идти по вот такому коридору. Наша комната называется Сакура. Идемте внутрь. Вот такая очень просторная комната в японском стиле. Все очень красиво, традиционно сделано. Я лично обожаю такое. И у нас даже есть горячий источник Ротенбюро. Горячий источник на свежем воздухе. А здесь находится ванна и туалет. Довольно просторно тоже. И поскольку наша комната называется Сакура, здесь все в тематике сакуры. Вот такие вот разные элементы. Даже раковины. Очень красиво, это японский фарфор. И туалет. Здравствуйте. Везде в Японии великолепные туалеты. В качестве welcome drink нам принесли матча, а также вот такие японские сладости. Нам сказали, что сегодня мы можем поучаствовать в мастер-классе икебаны. Кто знает, это японское традиционное искусство составления букета. И я ни разу в жизни не пробовала икебану, поэтому мне кажется, это очень интересно. Обычно для икебаны используют вот такие вот иголочки, на которые натыкают цветы, но это довольно трудно для тех, кто впервые пробует икебана, а ни я, ни Изми никогда не делали икебана, поэтому нам дали вот такие вот спонжики, я даже не знаю, как это назвать, материал, в который можно куда угодно вставлять цветы. Это намного проще. Несмотря на то, что это был наш первый опыт по созданию икебана, Изами быстро втянулся, и ему очень понравилось. Вначале нужно выбрать цветы, которые подходят под идею вашей концепции, а дальше делать аранжировку. Как раз сейчас момиджи – это японский клен, и где-то в ноябре он будет красный, но еще он зеленый, можно его использовать для икебаны. И в сентябре цветок кикы, хризантема. По-настоящему у икебана есть очень много разных правил, но поскольку это наш первый раз, мы их не соблюдали, а нам просто немного подсказывали, как будет лучше. Готово! Декимашита! Творение и творец. Первая в жизни икебана за 13 лет жизни в Японии. Ребята, вы слышите, здесь все еще поют цикады. В Фукуоке уже они вымерли, но здесь еще чувствуются последние денечки лета. Вот такие горячие источники онсен на открытом воздухе мои самые любимые. И плюс здесь можно вдвоем зайти, поэтому это очень классно, даже если у вас есть татуировка или если вы хотите с семьей вместе в горячий источник зайти, советую вот такие, которые есть в отелях при комнате. И вот это душевая кабинка без кабинки. Вначале здесь нужно помыться и потом принимать горячий источник. И после горячего источника можно здесь же помыть голову, тело. Все нужное имеется. Фух. Нет ничего лучше горячего онсена перед ужином. На ужин мы пойдем вот в таких юката. Это японское летнее легкое кимоно, которое часто после онсен горячих источников носят. А вот это хаори. Такое, как накидка. Няуне. Изуми идет, как всегда. Такое классное хаори. Зеленое. О. И ирода. Кимася. Так красиво, ночью даже еще лучше, чем днем.
Даже я себя чувствую, как будто мы цари или кто там, сёгун. Вот так очень красиво украсили зал нашими икебана, но рядом стоит настоящая икебана. Сразу видно, что это делал профессионал, а не как мы. Баланс превосходный. В японских отелях часто на ужин подают курс из разных блюд, которые иногда кажется, что никогда не закончатся, настолько много маленьких тарелочек они подают. Мы также заказали 3 вида саке, нихоншю, японского алкоголя, из разных префектур, которые здесь находятся недалеко: Фукуока, Сага и Кумамото. Если мы хотим что-то отпраздновать, то мы не идем на ужин в ресторан, а едем в рёкан, потому что здесь готовят первоклассные повара, так еще и горячие источники есть. Идеально. Эти цветы рисовала владелица этого отеля. Мне кажется, невероятно красиво нарисовано. И дальше нам принесли сашими из разных видов рыбы. Повар в этом отеле совмещает элементы японской и итальянской кухни, поэтому некоторые блюда меня удивили сочетанием ингредиентов, как, например, обжаренный в кляре темпура инжир, политый легким бульоном. Не еда, а искусство. Креветка жареная и еще одна креветка под названием щаку сверху. Но все было невероятно вкусно и отлично сочеталось между собой. В особенности была очень вкусная эта креветка, хотя вначале она меня и напугала. Главное блюдо – мясо вагю из префектуры Кагосима, откуда Изуми родом, и местная курочка. Ребята, я сказала, что я представлю этот отель на канале и оставлю ссылку, потому что невероятно классное место, нам очень понравилось. И нам принесли десерт, зацените. Тори-чан-чан. Сюрприз. Впервые в жизни мне приносят тарелку с названием моего канала. Да, и даже правильно написали. Боже, это такая прелесть. Мы показали наш канал, спросили, можно ли видео выставить, и видно, им понравился. Ужин был невероятный, особенно десерт меня просто покорил. И сейчас мы хотим немножко пройтись по вечернему саду и полюбоваться ночными пейзажами. С наступлением сентября температура понемногу начала опускаться, и на улице вечером уже намного приятнее гулять. В честь прощания с летом мы зажгли сенко ханаби, это вид японских бенгальских огней, которые изобрели в Японии в эпоху Эдо, и с тех пор они стали неотъемлемой частью лета для японцев. Мы вернулись в нашу комнату, и, как видите, немножко изменился интерьер. Комнату разделили на 2 части, вот так вот раздвижными дверями. И здесь нам постелили футон, кровать на полу. Доброе утро, сейчас 8 утра. Мы очень хорошо выспались, потому что после горячих источников всегда невероятно тело легкое и очень хорошо спится без котов также. И сейчас будем идти на завтрак. Завтраки в японских традиционных отелях – это моя любовь. Я готова только ради них в отелях останавливаться. Но соглашусь, что такой завтрак не для каждого. Японский завтрак состоит из рыбы, японского омлета, маленьких закусочек из тофу, овощей и водорослей, а также, конечно же, риса. Мисо-суп. Мы позавтракали и уже наелись, поэтому пришли покормить кои, рыбок здесь в саду. Изуми уже кормит. Они знают, что их сейчас будут кормить. Собрались. Ничего себе! Такие красивые кои в Японии не часто встречаются. Обычно они
одного цвета, а здесь даже вот такие нишкигои, красный и белый. О, боже мой! О, кошечка, которая вчера вечером здесь спала. Я думаю, где она? Она здесь наверху. Точно как божество. Ребята, смотрите, нам после завтрака вот такие красивые украшения оставили в комнате. Это кимоно мужское и женское. Это, наверное, обозначает Изуми и меня. И даже камера. Они сделали камеру оригами. Это так мило. После чекаута мы отправились дальше исследовать эту деревушку. Акизуки часто называют маленький Киото из-за его исторической архитектуры и старинных улиц, которые словно переносят нас в эпоху Эда. Поселок был основан еще в 13 веке и служил центром феодального клана Акизуки. Именно поэтому здесь можно найти руины старинного замка. Эти деревья — это все сакура, поэтому весной тут, наверное, тоже очень красиво. На фотографиях осенние пейзажи смотрелись невероятно красиво. Все эти листья становятся красного цвета где-то в середине ноября. Поэтому середина, конец ноября – самый такой живописный сезон в плане красных и оранжевых красок. Но сейчас летом здесь тоже очень красиво, все такое зеленое. И весной сакура цветет. Поэтому я думаю, в любое время года здесь хорошо. Здесь начинается так называемые букияшки. Это место, где раньше жили самураи. И сразу видно, что совершенно другая атмосфера. Вот такие вот базы у домов из камней. И дома смотрятся тоже немного подороже, чем просто в обычной японской деревне. Вот в этот дом самураев даже можно зайти. Вход стоит 300 йен. Идемте. И, кстати, смотрите, кто видел мои недавние видео о японских манерах и правилах, вот это знак «Стоп». Дальше идти нельзя, чтобы вы видели, что это используют в реальности. Это такая как палочка бамбука на подставочках, и вот тоже. То есть здесь можно ходить только по вот таким вот коврам, и дальше по татами полу ходить нельзя. И здесь также. Мне кажется, это могут понять только японцы. Лестницы раньше были почти 90 градусов наклон. Довольно опасно подниматься. Вау, второй этаж. Почему-то смотрится очень современным. Не знаю почему, но такое ощущение, что построили недавно. Как красиво. Такая крыша на японском называется каябукияне. Крыша, сделанная из сена, скажем так, хворост, это, наверное, называется. И из-за высокой влажности и дождей она покрывается мхом, гниет, поэтому, возможно, это не самый лучший вариант материала для многих лет, но они перестилают это. И поэтому невероятно, что эта крыша сейчас совершенно чистая. Значит, относительно недавно ее переделывали. Невероятное место. Тут очень красиво, и такая атмосфера передать словами трудно. И я долго думала, почему настолько здесь хорошо. И поняла, что, наверное, главная причина — это то, что мы здесь единственные посетители. Только я и Изуми. Никого нет, ни японцев, ни иностранных туристов. Только красивая японская древняя архитектура, пейзаж на сад и успокаивающие звуки. И, конечно же, Киото, Токио и другие города тоже славятся своими красивыми такими зданиями, но там настолько много туристов, что невозможно насладиться именно той атмосферой, которую мы сейчас здесь испытываем. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно поедьте куда-нибудь. Я не говорю, что это должна быть Фукуока, но куда-нибудь в небольшой город. В Японии везде красиво, и чем меньше людей, чем меньше туристов, тем оно настоящее, каноннее. Эти японские лестницы в храмы, конечно, не для
людей без физической подготовки, как я. О. Часто, когда мы путешествуем, мы совершенно не знаем историю зданий или храмов, которые мы посещаем, и только по возвращению домой, когда читаешь, понимаешь, что это было за место. И мне кажется, так даже бывает веселее, потому что ты словно 2 раза путешествуешь. Японцы такие места называют нодока, очень спокойная деревушка, вокруг горы, звуки рек, и птички поют. Slow life, нодока. Японцы часто ездят в такие деревушки не за историей, а именно за вайбом slow life, медленного ритма жизни, а также ради ретро-магазинчиков и кафе. Здесь есть вот такой маленький магазинчик с разными винтажными вещами и посудой. Такие антикварные лавки – это настоящая находка. Здесь можно найти чаши для чая чаван ручной работы по очень низким ценам, уникальную посуду и вещи, которые уже не производят. И куда же без утреннего кофе мы нашли еще одну кофейню в старом японском домике, где решили немного отдохнуть. Вместо воды нам принесли холодное кофе. Здесь вот такие вот веера, учива называется, можно освежиться. Удивительно, что здесь нет кондиционера, только вентиляторы и вот такие вот веера, но при этом совершенно не жарко. Все-таки японские традиционные дома продуманы хорошо. Не жарко. Кимочи. И это ваши, это японская традиционная бумага. Здесь как раз в этом городе они изготавливают ее, потому что нужна чистая вода именно для изготовления японской бумаги. Это ваши. Эта маленькая деревушка Акизуки в горах Фукуоки нам очень понравилась, и я реально советую ее посетить, если у вас будет такая возможность. Особенно, думаю, в середине и конце ноября здесь будет невероятно, потому что красные будут листья клена, и также, когда сакура цветет, очень красиво и реально похоже на маленький Киото, без туристов совершенно. Ни японцев не было, ни иностранных туристов здесь. Надеюсь, что вам было интересно это видео, и ссылки на отель, где мы остановились, а также кафешки, что мы посетили, я оставлю в описании этого видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!